наконец-таки четвертая часть, последняя часть. В этой части мы с вами свяжем рукава, вывяжем рукава, сделаем шнурочки, полые шнурочки для наших кулисок, для верхней, для нижней кулиски шнурочек тоже будет. Вот, и капюшон. Свяжем капюшон, и мы его, естественно, оформим на нужное место. Это четвертая, последняя часть. Начнем мы с рукавов. Берем нам понадобится всего 3 спицы, вот таких, да, чулочных, и прям с ниточки мы набираем наши петли. У нас с вами 24 петли на нитке, и 4 петли нам нужно поднять вот с этих воздушных петелек, которые мы делали, называются подрезы. Итак, мы набираем с вами 8 петель на одну, 8 петель на другую, и оставшиеся будем добирать уже на 3-ю спицу. Набрали мы, смотрите, по 8 петель у нас на спицах, и будем потом вот эти еще 4 добирать. Снимаем ниточку, убираем. У меня вот эти ниточки, они многоразовые. Вы, если хотите, тоже также можете их сохранять себе, куда-нибудь повесить в укромное место, и будете многократно их использовать. Итак, да, мы берем ниточку, опять-таки же оставляем на всякий случай, как всегда, хвостик, и начинаем провязывать. Но первую спицу, видите, чтобы здесь не была такая большая дырка и протяжка, да, смотрите, какая получается дырочка. Мы с вами поднимаем протяжку, любую, какую вы считаете нужным. Просто мы, когда вот здесь будем поднимать вот эти с подрезов петли, мы еще одну протяжку тоже, естественно, поднимем. Потому что, видите, какое большое расстояние получается между петлями, и тогда у нас получится большая дырка. Я поднимаю вот эту петлю, вешаю сюда на левую спицу, и вместе с первой спицей я их провязываю вместе. Ой, петлей провязываю их вместе. Провязываю ряд до конца, и в конце мы будем с вами еще соединяться с подрезов. Эту ниточку можно подтягивать, мы ее будем подтягивать, пока будет возможность, пока она до конца не закрепится. На 3-й спице я провязала 7 петель, одна осталась. Пока я ее переношу на правую спицу, и точно так же здесь поднимаю протяжку. Да, одеваю ее на левую спицу, возвращаю петлю на место, да, это 8-ю, и провязываем их вместе. Сейчас я разверну вот так, чтобы эта петля скрыла чтобы наша протяжка оказалась за петлей. Да, теперь мы поднимаем еще одну протяжку, и пока она у нас на спице, мы ее вот так давайте развернем, вот так, да, вот таким образом, то есть с задней стороны войдем в протяжку, да. А теперь смотрите, вот идут наши 4 петли, их видно, они выражены, понятное дело, и прям вот сюда в петлю. Не вот в эти верхние такие вот перемычки, а в саму петлю. Мы давайте вот так, да, мы сделаем с задней стороны. И будем сейчас мы с вами пытаться провязать их вместе. Это очень, как бы, сначала тяжело будет сделать, но это нужно сделать. Смотрите, вот наша протяжка, вот петля. Мы сюда должны войти. Сначала, может быть, вот так вот расширить ее, да, а потом вот с этой стороны, спереди, да, вот так вот, и провязать. Провязываем и подтягиваем. Сейчас не бойтесь, что такая большая дырочка, это все встанет потом на место. И следующую петлю тоже так же провязываем. Так, раз, два, вот она. Вот эта дырочка сюда в петлю прям, и ниточку захватываем, провязываем. Это уже 2, вот 3,
Так, сейчас, момент. 3. И четвертую. Но четвертую нам точно так же нужно провязать с протяжкой. Вот, поднимаем тоже протяжку еще одну с изнаночных, да? Одеваем сюда нашу петлю, которую хотим провязать, да? Но, девочки, опять-таки же говорю, это первый ряд, поэтому он сложный. Если вы хотите, чтобы все было аккуратно, вот смотрите, я протяжку и петлю, которую одела, я их провязываю вместе. Вот так. Все, мы все подтягиваем. Просто если хотите, чтобы было все аккуратно и красиво, то придется, естественно, потрудиться. Вот. Все. Теперь мы соединяем наш ряд и вяжем по кругу. Хвостик, пока мы этот не убираем, мы его будем подтягивать периодически. Один ряд мы с вами провязали, еще 4 ряда этой ниточкой. Потом цвет поменяем. Видите, вот эта вот первая петля, она растягивается. Вот она. Мы ее просто подтягиваем периодически. А потом уже где-то ряд, когда ряда 2-3 провяжем, ее можно будет уже потом вовнутрь спрятать, чтобы она не мешалась. Итак, мы вяжем с вами второй ряд. Всего нам нужно провязать 5 рядов этим цветом. Еще хочу подсказать вам одну такую как бы мелочь, да, вроде бы мелочь. Смотрите, перенести с последней третьей спицы 2 петли на первую спицу. Раз и 2. Тогда у нас с вами на вот последней и первой спице будет по 10 петель, а на средней будет 8 петель. И здесь ровненько получится у вас, да, вот этих вот переходов не получится. И вязать будет удобнее. Все, вот это вот хвостик уже, в принципе, можно спрятать. Раз мы перенесли вот сюда прям. И вот даже он длинный, видите, если он вдруг вылезет, вы его можете в любой момент подтянуть просто, и все. Мы провязали 5 рядов. Ниточку отрезаю. Беру другого цвета ниточку. И точно так же просто соединяюсь, пока просто. Сейчас мы с вами провяжем одну спицу и все подтянем. Одну спицу провязываем. Другим цветом я точно так же провяжу 5 рядов. А потом 10 рядов резинки. 1 на 1. Вот. Это мы с вами провязали. Смотрите, я просто беру эти концы ниточек, эту подтягиваю и эту подтягиваю. И завязываю. Ну, завязываю пока их просто на узелок. Такой, знаете, который вдруг, если что, можно развязать. Потом я вам покажу, какой я окончательный узелок делаю. Пока. И убираю туда внутрь, чтобы нам эти ниточки не мешали. Смотрите, точно так же я провяжу 5 рядов. Просто все лицевыми. А потом я вам покажу. Здесь сделаем мы убавки, и наша резиночка будет немножко поменьше. Так что давайте пока вяжем с вами 5 рядов, а потом встречаемся. Итак, провязано у нас с вами еще 5 рядов ниточкой другого цвета. Теперь мы переходим с вами на резинку. В тех спицах, где у нас по 10 петель, мы с вами уберем по 2 петли. Это значит в первой и в последней спице. Смотрите, я провязываю лицевую, изнаночную, лицевую, а дальше изнаночную я сразу делаю убавку, то есть 2 петли провязываю вместе изнаночные. Изнанка, лицо и опять то же самое. 2 петли вместе изнаночные. Изнанка. И дальше по рисунку лицо и изнанка. На второй спице мы с вами этого ничего не делаем. То же самое делаем на третьей спице. Точно так же. И это у нас первый ряд. Всего у нас резинка состоит из 10 рядов. Ну, у меня состоит из 10 рядов и эластичное закрытие. Все. На этом как бы рукав мы с рукавом закончили. Как видите, все получилось аккуратно, без дырочек у нас с вами.
Потом посмотрите, вот если вам вот не нравятся вот эти дырки, да, вот тут сильно, можно или растянуть петельки, да, если не помогает, то вот той ниточкой длинной, их можно, вот этой вот, которой мы оставляли длинную ниточку, их можно будет потом здесь подобрать. Все, на этом мы рукав заканчиваем, да, сейчас довязываем и переходим мы уже с вами к шнурку. Но прежде чем приступать к шнурочку, нужно убрать, то есть закончить окончательно рукава, да, убрать все ниточки, все, что вам все не нравится. Помните, я вам говорила, что вот это соединение, которое узелок мы делали, вот это мне не нравится, да, поэтому давайте с этой стороны, да, чтобы не растягивать там сильно резинку, мы найдем этот узелок, вот он, я его развяжу обратно. Он развязывается довольно-таки легко. Вот, все, да. Теперь смотрите, я желтую петельку подтяну и завяжу. Теперь с этой стороны мы посмотрим, что нас все устраивает. Вот. Теперь одинаковые петельки. Теперь меня все устраивает. Все. Теперь я обещала вам узелок показать. Смотрите. Показываю. Один узелок мы завязываем, да, потуже, а второй узелок я делаю два раза обвиваю ниточку, раз и два, и одинаково его вот так завязываю. Все, этот узелок не развяжется никогда, ниточки я прятать не буду, я их просто коротко отстригу. Все. Мой лайфхак, пользуйтесь. Ну и естественно вот эти ниточки нужно все убрать. Эту ниточку тоже нужно убрать, все заправить, все в швы, вот в эти вот. Так что давайте, сначала один этап надо закончить до конца, потом уже приступать к следующему. Итак, закончили мы с вами рукава. Получились, посмотрите, очень аккуратно. Абсолютно одинаковые они получились, как видите, да, иногда бывает такое, не смейтесь, действительно такое бывает, я не шучу, что рукава получаются разными. Это если вы сегодня связали один рукав, а завтра другой, и настроение поменялось, рука поменялась, и все может быть, естественно, поменяться. Но смотрите, теперь мы с вами будем вязать вот такой вот шнурочек полый. Может быть, кто-то умеет, пожалуйста, вяжите самостоятельно. Сюда я буду вязать вот такой вот желтенький, да, вот сюда, я думаю, такой будет уместен. Сюда я связала темно-зеленый, сюда, естественно, буду вязать желтенький. Для этого нам понадобится с вами 2 спицы и крючок. Я специально оставила светлый, чтобы показать, потому что темненький я связала, там не видно будет, а на светленьком будет видно, да? Мы набираем 3 петли, делаю первую петлю любым удобным для вас способом. Я закручиваю и делаю петлю. Вот, да? Потом мы делаем 1, 2 и 3 воздушные петли. Вот с этой я набираю, одна остается на крючке, одну петлю пропускаем мы, со следующей мы набираем 1, ну не провязываем, просто набираем, и с последней, точнее с первой, 2. Вот так 3 петли у нас с вами получилось. Большим указательным пальцем зажимаем петельки, крючок снимаем, убираем в сторону, он нам больше не нужен. Вставляем спицу. Мы будем вязать с вами все время в одном направлении. То есть вот провязали мы, спицу проталкиваем туда вперед, да, влево, и начинаем с вами вязать. То есть ниточка у нас получается с левой стороны, вязать мы начинаем справа. Так и будем всегда. 1 петлю, 2 петлю и 3. Мы переворачивать ничего не будем. Все, провязали, петельки выровняли, потянули, опять перехватили 2 пальцами, протолкнули спицу влево и опять вяжем. То есть вязание мы не переворачиваем. Теперь вяжем 1, 2 и 3. Все, опять потянули все на правой спице и протолкнули ее влево.
вторую спицу мы берем и вяжем опять. Также можно это сделать на крючке, но мне удобнее на спицах. Если вам удобнее на крючке такой шнурок вязать, пожалуйста, я не против. Раз, два и три. Нужно следить за тем, чтобы тянуть. Каждый ряд нужно тянуть. Здесь сзади, смотрите, да, как бы, да, условно, опять-таки же, сзади у нас получается условно. У нас соединяются все вот эти наши петельки за счет того, что мы их подтягиваем, и образуется такой полый шнурочек. Все. Мы будем с вами вот так проталкивать просто спицу влево и опять, не переворачивая вязание, вязать. Раз, два, три. Все. Садимся поудобнее и вяжем. Вот этот шнурок верхний я связала 50 сантиметров. Вот так завязала на концах, у меня получился он где-то примерно 45, да? Вот. Здесь вы сами померите, какой нужно будет шнурочек. У всех, может быть, получился по-разному. Я сейчас измерю. Да, ну, так, чтобы он висел. Ну, такой же вот 50, такой же я и свяжу. 50 сантиметров. Вот, а потом его точно так же завяжу. Ну, потом, естественно, я буду его проталкивать вот отсюда. Входите, выходите, шнурочек у меня будет вот здесь. Не на пузике, а на спинке. Вот. Так что садимся, расслабляемся, вяжем шнурочек. Да? Кто не хочет вязать шнурочек, у кого есть, может быть, готовый, тоже как вариант, да, тут переходит, естественно, к вязанию капюшона. Но сначала я закончу со шнурком дело. Итак, связался у меня шнурочек 50 сантиметров. Такой вот, видите. Теперь нужно закрыть петельки. Закрываем петли как обычным способом, да. Одну провязываем, первую, вторую провязываем и пропускаем ее через первую. Закрыли, да. И с третьей то же самое мы поступаем. Провязываем третью и пропускаем через петлю. Все. Отрезаем хвостик и сразу я хвостики прячу. Ой. Сейчас покажу, как я это делаю. Вот, я беру крючок и вот сюда вовнутрь, видите, шнурочка я прячу все хвостики. И с верхней, и с нижней стороны. То есть сначала все нужно убрать. Вот, вот все. Ненужную ниточку отрезаем. Все. Также мы поступаем и с этой стороны. Намечаю нашу середку. Ну, в принципе, я вязала на таких спицах, да, на 5, и у меня ее пока видно. Со временем она рассосется, ее тоже будет не видно, да, но я рядом не буду, а я вот так вот, наверное, да, раз, два, вот так, отсюда войдет, отсюда выйдет у меня шнурочек. Беру я обычную булавку и продену туда сразу шнурок. Так как у нас изделие с вами вязаное, булавочка со шнурком спокойно заходит. Немножко, вот так. Да? И продеваем шнурочек. Все, сейчас у нас все будет, девчонки, красиво, красиво. Вот так, видите, просто вытаскиваем. Вот. Все. Спасибо, булавочка. Нам больше не нужна. Все. Вот что у нас с вами получилось. Можно затянуть побольше. Как раз, знаете, для мальчиков это хорошо на пузике. Вы когда оденете, вы ее подтяните, да, вот так. И у вас плотно будет прилегать. И ничего торчать не будет. И мочиться тоже, естественно, не будет. Вот. Теперь нам с вами осталось приступить к... Осталось сделать капюшон. Все. Давайте будем делать с вами капюшон.
Итак, что касаемо капюшона, да, пришло время сделать капюшон. Смотрите, что я сделала. Путем как бы проб, да, я сделала такую конструкцию, да. Смотрите, вот это будет перед, да, естественно. Будет он с нахлестом, вот таким, да, друг на друга, в ширину резиночки. Это для того, чтобы не делать здесь дополнительных никакую шнуровку, потому что здесь уже есть шнурок, еще один будет болтаться шнурок. Я думаю, что это уже перебор. Поэтому решила сделать вот такую конструкцию, да, вот будет такой нахлест, и она будет и шейку закрывать, и как бы, я надеюсь, да, будет держать форму. Все как бы будем мы с вами пробовать и тестировать. Смотрите, что я сделала. Я набрала 72 петли. Связала резинку 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. Сколько? Ну, это вы решаете сами. У меня получилось 3 сантиметра резинка. Потом я просочетала просто полосочки, сделала все, которые цвета участвовали. Вот, и провязала я всего, сейчас я вам скажу, 14 сантиметров. 14. Вот. Вы тоже можете поставить на паузу, связать такой, или же досмотреть до конца, нравится вам, не нравится такая конструкция, да, и потом уже принять решение. Теперь, да, когда длина, которая мне нужна, она вывязана, мы поступим следующим образом. Я разделила вязание пополам, 36 петель, 36 петель. Теперь мне отсюда я вытаскиваю спицы, вот так, складываю пополам, изнанкой сюда, лицо внутри получилось, да, вытаскиваю, и будем мы сейчас с вами соединять. Вот. Таким образом, предлагаю взять какую-нибудь спицу ненужную, и мы будем с вами соединять. С дальней спицы, да, вот у вас получается ближняя, дальняя спица. С дальней спицей переносим петлю на ближнюю спицу. Ну, пока, как всегда, да, как всегда, начало у нас тяжелое, потом будет легче. Взяла другую спицу я и изнаночной провязываем изнаночную, снимаем с петли, опять, смотрите, с дальней спицы переносим на ближнюю к нам спицу. Смотрите, чтобы петли смотрели в одном направлении все. Одеваем с правой спицы на левую и 3 петли провязываем вместе изнаночной. Все, так продолжаем далее. Опять с дальней спицы переносим на переднюю, переворачиваем, если она неправильно смотрит, чтобы петельки смотрели в одном направлении у нас, стояли как изнаночные петли. Одеваем петлю с правой спицы на левую и 3 петли провязываем вместе изнаночной. Еще раз переносим с дальней на ближнюю, с правой спицы на левую и 3 петли вместе изнаночной. Все. Так мы продолжаем с вами до конца ряда. Сейчас я постараюсь показать, что получается здесь. Здесь получается очень все красиво и аккуратно. Ну и с внутренней стороны тоже получается такая вот косичка аккуратная. Вот. Главное, чтобы петли были не перекручены у нас. Все. Так до конца ряда мы с вами закрываем петельки. Прежде чем отрезать ниточку, вот видите, провязалась у меня полностью все петли. Вот здесь вот такая косичка получается. Это с внутренней стороны. Но внутренняя сторона тоже немаловажно, чтобы было все аккуратно, да, потому что, ну, когда капюшон
вообще, когда изделие сделано аккуратно, это очень даже хорошо. Вот. А с лицевой стороны тоже очень все аккуратно вот смотрится. Вот, да, прежде чем, да, все просмотрели, все вас устраивает, потом вы отрезаете нитку, убираете, да, ну здесь закрепляете, естественно, конец, и ее потом нужно в этот шов будет спрятать, убрать. Теперь дальнейшие наши действия, да, будут такими. Вот я буду пришивать вот сюда, во внутреннюю часть. То есть как бы капюшон у меня будет из свитера, вот так. Опять-таки же, для чего это я делаю? Это для того, чтобы, например, да, можно было здесь потуже затянуть, да, и капюшончик тогда будет лучше держаться. Или же его просто опустить вот так, да, и он будет так как бы не сильно болтаться, да, такой, и в то же время шейка тоже будет закрыта. Вот, для этого, естественно, нам понадобятся иголочки для начала, да, ниточка основного вязания, потому что с внутренней стороны как бы не очень будет видно, да, что мы пришили, а с внешней стороны будет видно. Иголка, но я возьму свою железную иголочку, сейчас схожу, вот, и мы будем с вами уже как бы, сначала мы, естественно, наживулим, да, вот середка к середке, да, вот сюда прикрепим иголочкой, давайте, сейчас, вот так закрепим, да, и вот здесь вот, ну, вообще это, в принципе, можно вывернуть, и с той стороны удобнее, конечно, это будет сделать. Запах вы выбираете, ну, эту ниточку тоже можно уже спрятать, вы запах выбираете для себя, хотите побольше сделать, да, ну, и в какую сторону там, может быть, кому-то принципиально, мальчикам, девочкам, да, мне так это вообще не принципиально, мне как удобно, так я и буду делать, да, пусть будет это вот так. Вот. Можно сначала сделать вот этой ниткой, да, закрепить этот запах вот здесь вот, да, а потом уже его здесь наживулить, а потом пришить. Но опять-таки же легче будет, наверное, вывернуть, да. Вот. В общем, как бы фронт работы я вам обозначила, да, просто сейчас я тут буду кручу-верчу, и будет больше непонятно. Сейчас я сделаю и покажу, а вы уже как вам удобнее будет всего, вы также проделаете ту же самую работу. Я сначала, видите, вот этим кончиком, который у меня остался, может быть, у вас тоже какой-то маленький остался, да, когда это начало вязания, я вот так резиночку просто друг на друга сложила и соединю, прям по кромочным просто пройдусь, вот так вот крючком. Ну, у кого нет крючка, например, кто ну, не любит работать крючком, просто также иголочкой с большим ушком. Она у вас все равно в хозяйстве по-любому должна быть. Просто вот так вот закрепить, и чтобы уже эта сторона, ну, в смысле, это не расходилось у нас уже здесь с вами, чтобы с этим хоть было полегче, правильно? Ну, вот, как бы. А потом, сейчас будем, вот этот отрежу, я спрячу, отрежу, и все, будем уже крепиться. Обратите внимание, да, вывернул я наизнанку свитер, наизнанку у меня капюшон, и я вот прикрепила, да, то есть внутри у меня вот это наша, как она, кулиска, да, вот эта верхняя. Не забывайте, если вы вставили так же, как я, шнурок, чтобы его не пришить. Вот. И закрепила я вот здесь по центру, да, по нагрудке, иголочками на спинке, выровняла здесь полоску, ну, просто для ориентира, да, если вы тоже так же полоской делаете, например, да, я посчитала 1, 2, 3, светло-зеленая полоска, вот, ну, с темно-зеленой, вот на этой регланной линии. Здесь сделала то же самое, да, ну, хотите, можно закрепить, чтобы на всякий случай, да, не ерзала здесь и здесь, опять-таки же, да, иголочками. Все, и мы пришиваем, мы берем вот иголку, я принесла, вот такую нитку, то есть, ну, можно обычной ниткой пришить, конечно, но опять-таки же, девочки, без фанатизма, не надо его намертво, просто вот, ну, прошлись немножко ниточкой, там, вперед иголочкой, закрепили просто, и достаточно. Это, я же еще раз повторяю, это вещь такая как бы декоративная, но и в то же время, чтобы он, естественно, не болтался, там, в ненужный момент не оторвался нигде. И вот
вот эти вот самые, знаете, окончательные работы, они на самом деле самые такие вот кропотливые. Да? Ну, начну я, наверное, здесь можно начать с любого места. Я хочу начать отсюда, потому что мне здесь удобнее. Потом здесь я уже как бы прилажусь, и здесь будет удобнее закрыть. Нужно соблюсти тоже обязательно вот эту линию, в которую мы будем попадать, да, чтобы тоже не абы как бы где, а чтобы тоже было декоративно красиво. Итак, вот, да, я как бы начала, я вам покажу. Я все-таки нашла такой, да, для себя. Я буду шить назад иголочкой, но я буду шить за вторую, да, за внутреннюю стенку кулиски. Пришивать я буду. Вот, во-первых, не видно будет, да, и в то же время будет как бы понадежнее пришито. Вот. Вы для себя тоже как бы приемлемый для вас найдите способ. Может быть, кто-то наоборот какой-то декоративной ниточкой это сделает, да, или вообще, знаете, как вариант, можно какие-то пуговички придумать или те же самые кнопочки, да, которые я люблю. Вот, поэтому тут вас останавливает только полет вашей фантазии. Вот. Я, как видите, вот сейчас я вам покажу, как это с лицевой стороны будет выглядеть. С изнаночной это вот так. Это, не обращайте внимания, это мои ниточки. Их просто нужно убрать, зацепить туда. Все, да, вот эта ниточка, за которую мы зацепились. Так, теперь что с лицевой стороны? С лицевой стороны вот здесь все как и есть, удобненько все, но я имею в виду, да, вот место соединения. Здесь ничего наружу у нас не вылезает. Вот, поэтому я для себя и вам как бы советую такой тоже сделать вариант. Все, девчонки, не очень удобно как бы, да, на камеру крутить, вертеть. Поэтому главный принцип я вам объяснила, показала. Вот, дальше все в ваших руках. Давайте заканчиваем и встречаемся уже. Ну вот, последние штрихи доделаны. Все сделано. Бирочка, шнурочки. Посмотрите, как это вот смотрится сзади, спереди. Все у нас аккуратно. Ниточки обязательно все убираем. Да? Осталось нам, девчонки, что сделать с вами? Осталось нам померить на собачке. Да, я обязательно пойду померяю. Вам приложу обязательно видео, как это будет все смотреться. Пока по качеству мне все нравится, все устраивает. Так что мы прошли с вами эту эпопею до конца. Долгий сериал такой, да, мыльную оперу. Так что вяжите с удовольствием, пишите мне, присылайте фото своих работ через соцсети, все ссылки в описании. Обязательно подписывайтесь на канал. Жду ваших пожеланий, предложений, оценки вашей. Пожалуйста, пишите обязательно. Девчонки, как всегда, видеообзор того, что у нас получилось. Посмотрите, как хорошо все сидит. Да, вот на спинке, как сидит у нас. И волшебное слово, посмотрите, сейчас среагирует. Гулять, мама, пойдешь? Ой, конечно, скажи, пойду. Да? Вот. Единственное, что шнурки можно было сделать покороче, ну, их можно завязать бантиком. А капюшон, мамба. Если ветер и капюшон. Все замечательно у нас. Вот. Со всех сторон. Ну-ка, мамука. На пузике. И тут. Пожалуйста, девчонки, вяжите на здоровье.